Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о покупке автомобиля до 8 тысяч долларов, либо 780 тысяч российских рублей. Топ надежных автомобилей. Что можно купить? Прошлое видео было из этой категории. Ссылка в описании. Можете посмотреть плейлист по таким видео. Что в принципе можно купить. Но я решил сделать топ надежных автомобилей, потому что можно купить и Audi A4, такая же, как у меня, либо там что-нибудь из BMW, из Mercedes, и вложить столько же, а то и гораздо больше, чем я вложил в свою Audi A4. Это было прошлое видео. Можете посмотреть, кому интересно. Затраты, год владения было видео. Поэтому я больше решил, нужно уходить в сторону топ-надежности автомобиля, чтобы, вложить по-любому придется там колодки, фильтра, масла, но по минимуму, а не сверхбюджеты. Первое — это ВАГ. Всегда мы начинаем с ВАГа по известной причине. Кто давно смотрит, тот знает. Это, конечно же, Seat Leon 2, такой же, какой я снимал, также с 1.6, чтобы было просто надежно и сердито. Octavia 2, можно до рез найти. Я бы искал все же 1.4 на Сахе, но так как, опять же, говорим о топ надежных автомобилях, хотя турбовые двигатели тоже будут, но 1.4 многих будет смущать, то что турбина, года, возраст, автомобиль, двигатель надежный. 1.4 Саха самый надежный двигатель из серии Я-111, но турбина люфт, может масло кидать, нужно будет восстанавливать турбину, поэтому затраты, а для наших людей больше важна надежность, чем экономичность. Поэтому, если уже так принципиально, то с 1.6. Фабия 5G, опять же, была тоже на канале, был обзор. Octavia 2 точно такая же, как у нас была на обзоре. Вторая Octavia Рестова с 1.6. Единственное, что будет еще бить по карману, скажем так, по кошельку, но это можно заметить при покупке, это многорычажная задняя подвеска, на которой придется раскошелиться. Это не балка, а уже 7 саленблоков на каждом кольце, то есть дополнительных 14 саленблоков. Многих людей это также будет отпугивать нехило. По Volkswagen тоже по тем же самым соображениям Jetta 6 и Golf с 1.6, именно 1.6. Ну и также, конечно же, Polo седан, уже 1.4 вы в принципе не найдете, поэтому тоже 1.6, а уже 111 либо 211 1.6 серии двигателей будет. Это уже все зависит от счастья вашего личного. Попадется, может, срочная продажа, вы купите машину поновее, получше. Хотя за такой бюджет вряд ли. Все равно это будет со 111 до рестовый Polo. И опять же Шкода Rapid. Но Шкода Rapid будет еще старше, потому что те Шкоды первые были дороже, чем Polo седан. Я уже рассказал на обзоре почему. Потом уже Polo Liftback был дороже, чем Rapid. Но это опять же историческая, уже, скажем так, историческая тема больше. Все же Rapid подороже, лучше искать Polo седан. Дальше идет Kia Ceed. Первый отличный автомобиль, хэтчбэк пятидверный 2009-2010 годов. Очень много машин, я не сказал, что прям много, но большинство автомобилей с 1.4 бензином, 1.6 бензин также попадается, но чаще всего 1.4 на механике. Хороший, надежный автомобиль повседневный. Конечно, уже немало лет автомобилю, но простой, надежный, как правило, у семейных людей пробеги небольшие, так что есть шанс найти. Конечно, все от владельца зависит, но нужно смотреть на кузов, чтобы не был перевертыш, сильно битый, либо вообще, в принципе, желательно не битый. Но если там царапнули вам крыло, дверь, это не так критично. Главное, чтобы силовуха была целая. Также Kia Rio. Б-класс, но есть шанс, хотя шансы немалые, то, что он будет поновее на несколько лет, а то и на пяток лет будет моложе. Дальше идет Hyundai i30, в принципе, то же самое, что Kia Ceed. Что вам больше внешне нравится, то, в принципе, можно смотреть. А самое главное, нужно смотреть то, что поинтереснее, где меньше пробег, свежее год, богаче комплектация, как обычно все. Ну и, конечно же, Hyundai Solaris, раз мы уже Hyundai зацепили. Дальше идет топ автомобилей, потому что идет Renault Logan, первый кузов, либо второй Sandero также. Но первый Logan уже староват. Уже много гнили будет, но пара Логанов стояла хороших, свежих в объявлениях. Перед тем, как их отснимать, я заметил, есть еще с чего найти хорошие Логаны. Второй Логан тоже можно найти в такой будке, но, как обычно, это будет уже до 8 тысяч долларов, либо до 780 тысяч российских рублей. Это будет, как правило, комплектация таксиста. То есть черные ручки, внутри
Даже на веслах передние могут быть стеклоподъемники, кондиционер, и все, машина пустая. Но самое главное, надежность. Это, конечно же, будет... Есть автомобиль, там 150-160 тысяч пробега, такие двигатели ходят по полляма, там 400-500 тысяч спокойно ходит. То есть это хороший реношный двигатель. Так что в плане пробега, с точки зрения состояния двигателя все нормально. С точки зрения состояния самого автомобиля, ходовой, кузова, там, салона, это уже, конечно, играет свою роль. Но 150 тысяч для Логана это нормально. И, ну, ходят они, как я уже сказал, эти двигатели по полляма. Но 300 тысяч спокойно он отходит, 350. Первый, конечно, уже более староватый, лучше искать второй, но, в принципе, тут можно найти. Тоже все зависит от такой категории, нравится или нет. Понравится вам второй пустой и белый, либо первый, но более, так скажем, нафаршированный. Но второй, конечно, покрасивее, уже не раз говорил в своих обзорах. Также топ, но, конечно же, затратный, потому что турбины есть. Если что, придется восстанавливать турбину, придется на это раскошелиться, либо заменить. Но третий Меган и третья Лагуна с 1.5 К9К дизель, отличный двигатель, постоянно об этом говорю. Было сколько видео с таким автомобилем, с таким двигателем. Вот, Талисман, Каджар, Дастер, все с 1.5, классный двигатель, 8 110 сил по городу, в принципе, хватает, 100-120 ему нормально, и экономичный дизель. Так что я бы смотрел лично в эту сторону. Дальше идет Toyota. Toyota Corolla 10. Такой автомобиль был на обзоре. 1.6 на механике. Только на механике, никакого робота. Особенно, когда машине больше 10 лет. Но в обзоре я рассказывал. Потому что разочаруетесь нафиг в Corolla, в Toyota в целом. Хороший автомобиль. Отлично еще выглядит для своих лет. Хотя не сказать, что прям уже старый. Да, у нас до 15 лет автомобиль еще не считается старым, поэтому, да, на нашей реалии еще достаточно свежий автомобиль, да. Дальше идет Opel Astra H. Такой автомобиль также был на обзоре с 1.4 бензиновым двигателем, черный хэтчбэк пятидверный, можно найти универсал, можно найти с 1.6. И, в принципе, все, что я сейчас называю, все автомобили, по большому счету, с 1.6 объемом. И, как правило, у любого автопроизводителя 1.6 атмосферный, это надежный, простой двигатель, ну, и который вас попросту не разденет. Не такой он же сложный технически, чтобы ударить по вашему кошельку. Поэтому из всех автомобилей нужно выбирать не какую-то марку, которая вам больше всего нравится, а то, что самое выгодное по цене, по комплектации, по состоянию в целом. Ну и год выпуска, потому что все равно хочется автомобиль поновее, посвежее. Так как Opel я упомянул, нельзя забывать и про Chevrolet Cruze. Тот же самый Opel, просто лейбл Cruze. Тем не менее, автомобиль смотрится дорого, дороже, чем есть на самом деле, актуально до сих пор. И я так, сам лично на них так поглядываю, когда они едут мимо. Ну, не такой-то скучный, обыденный серый автомобиль. Все равно вот внешние данные у него хорошие. И самое главное, конечно, для тех людей, которые смотрят меня в России, потому что у нас это не так популярно, это, конечно же, АвтоВАЗ. Не стоит забывать и про ВАЗ. За такие деньги, и, конечно, Гранты, Весты, то, что у нас есть, но Веста уже проблематично. Хотя есть одна Веста, вот у нас продается тоже там 2018 года, если я не ошибаюсь, с 1.6, 8 тысяч долларов, 40 или 44 тысячи километров пробега. Поэтому Веста у нас тоже было, но Stepway максимальной комплектации. Также Гранта. Ну, Ларгус и все эти автомобили, но больше всего популярно в России, я считаю, за такие деньги будет. И, конечно же, выбор больше, хотя и здесь будет выбор, но все же больший выбор будет. Это, конечно же, Приора, 4-ка. Но 4-ки сняли в 2013 году, уже больше 10 лет назад. Но искать, что в живых осталось из них, там, если у заботливого владельца очень такой педантично, то можно найти 4-ку. Так что из АвтоВАЗа больше всего, конечно, Гранта, Приора, 4-ка. Но все же лучше уже Приора, Гранта, они более современные, более интересные. 4-ка это уже морально устаревшая. Не хочу никого обидеть. Фанатов АвтоВАЗа, фанатов АЗОВ. Но, конечно же, Приора, Гранта поинтереснее будет автомобиль, да и в целом по комплектации, по составляющей в целом автомобиля. Также в этом списке Mitsubishi Lancer 10, куда же без Lancer. Тоже очень красивый, классный автомобиль внешне. Советую на него обратить внимание, он не так гниет, как Lancer 9, который тоже был на обзоре.
Да, там рыжняк это будет присутствовать, но не так он будет выгнивать насквозь, как 9. 9 вообще жуть, как гнил. Этот гораздо лучше. Ну вот и все. Это мой список, то, что я бы рассматривал покупки за такие деньги с точки зрения надежности и простоты конструкции. Пишите в комментах, что бы вы смотрели. Опять же, если у вас чаще какие-то другие бренды мелькают, пишите об этом. Это мой список, мое видение и то, что вас не разорит. Вкладываться придется все равно. Вы купите автомобиль, зарегистрируете на себя, сделайте страховку, масла, фильтра, там, шины, колодки, то все равно обычные затраты автомобильного будут присутствовать, но не сверх затрат до капиталки движков, переборки и так далее. Ну и по кузову тут уже кому как повезет. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты. Счастливо!